Игорь, да? Игорь. Владимир Владимирович, я с этой стороны. Вопрос на связанную тему. Сегодня был опубликован доклад, так называемый Минфина США, кремлевский доклад. Это пока не санкционный список, как бы санкции к нему пока не прилагаются. Но поскольку он сделан на основе закона о противодействии врагам Америки, то по сути это список врагов Америки. Это список совершенно неслыханный, потому что он включает все правительство России во главе с премьером, всю администрацию президента, руководителей парламента, всех руководителей госкорпораций или почти всех. Ну и руководителей крупного бизнеса, даже зацепила нашу сферу информационных технологий, в том числе Касперского, Воложа зачем туда включили и так далее. Значит, список совершенно неслыханный, потому что фактически врагами Америки объявлено все руководство страны. Ну, кроме вас вероятно, нельзя. Я сейчас закончу, да. Обидно, слушай. Да, я об этом тоже скажу. Значит, как специалист по анализу текстов в интернете, вот у меня, значит, лично такое впечатление, что составляли его, хотя было полгода, вчера в ППХ, потому что по всей лексике видно, что это делал студент, которому велели скопировать текст с английских версий наших сайтов. Там вся наша терминология, все названия должностей и так далее. То есть с английских версий сайта администрации президента, да, просто взять верхушку и скопировать. И взяли еще список Forbes. То есть такая совершенно топорная работа. При этом все эти люди названы врагами Америки. Значит, первый вопрос. Что мы с этим будем делать? Как вы планируете реагировать? Нам, как доверенным лицам, тоже важно знать, что говорить. И второй вопрос вдогонку. Вероятно, кто-то из фигурантов этого списка утром, прочтя свое имя в списке, поперхнулся утренним кофе. Но, ну, особенно если это происходило в Калифорнии или в Лондоне. Но здесь вот, значит, среди коллег, доверенных лиц, я только что слышал вопросы, как попасть в этот список, как получить это отличие. Может, есть процедура, вы подскажете. Спасибо. Что касается тех, кто в Калифорнии или в Лондоне, что у нас в народе говорят, в дом надо все тащить, в дом. Нечего там в Калифорниях рассиживаться. На родину. Ну, а в целом, я не видел этого документа, я не видел ни список, не видел там каких-то приложений к нему, говорят, какие секретные есть. С утра, правда, меня коллеги проинформировали об этом, но я его, сам список не смотрел. Что я хочу сказать в целом по этой тематике? В целом, не по этому списку, а по этой тематике. Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством. Нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием. И тогда, в конце концов, придет обороноспособностью, конечно, ее повышение, придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься. Руководствуясь известным правилом: собака лает, а караван идет. Что касается вот этого непосредственно там списка или чего там. Вы понимаете, вот вся администрация президента, как вы сказали, все правительство, весь бизнес, за каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны, трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список. В чем смысл таких действий, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом. Те, кто делают это, они занимаются в основном-то внутренней своей политикой. Они атакуют избранного президента. Вот бюджет не утвердили, пока там временное финансирование не ввели, он даже не мог
воспользоваться служебным самолетом, чтобы полететь в Швейцарию на международные мероприятия. По медицине там пытаются с ним спорить, по другим вопросам. И по международной тематике, ссылаясь на мнимое вмешательство в выборы в Соединенных Штатах, портят и разваливают окончательно российско-американские отношения. И в то же время, вот смотрите, какая глупость происходит. Я уже говорил об этом. Заносят Россию в один ряд с Северной Кореей и Ираном и одновременно просят нас поучаствовать в решении северокорейской ядерной программы и подумать на тему о том, что можно сделать на иранском направлении. Но это разве не глупость? Или мы должны сейчас принимать решение о том, что делать с договором по ограничению стратегических наступательных вооружений. Он вот как бы заканчивается скоро, но должны думать, как его продлевать, что там делать. Мы будем это делать или не будем? Значит, с терроризмом мы будем бороться или не будем? Вот вы знаете, что американцы, я об этом сказал публично, и позвонил президенту, поблагодарил его, президенту Соединенных Штатов, дали нам информацию по готовящемуся теракту в Петербурге. Мы действительно очень благодарны. Мы снабжаем их спецслужбы аналогичной информацией. Вот недавно это сделал директор Федеральной службы безопасности в Вашингтоне. Наша разведка передает. Им это нужно или нет? Вот когда-то оказалось, что не нужно, и произошел взрыв во время бостонского марафона. Люди погибли тогда. Так нужно или нет? Мы будем работать или не будем? Хотите или нет? Мы можем без этого обойтись. Но мне кажется, что в этом все заинтересованы. Все. Это полная глупость сворачивать наши отношения до нуля. Мы ждали этого списка, и не буду скрывать, мы готовы были предпринять ответные шаги. Причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов. Но мы будем внимательно смотреть за тем, как будет развиваться ситуация на практике. Потому что там есть еще какой-то секретный список. В этом списке какие-то, говорят, там еще фамилии с какими-то там звездочками. Там. Надо с этим разобраться, как это будет все происходить. Мы не заинтересованы в том, чтобы сворачивать отношения. Мы, наоборот, хотим развивать наши отношения с Соединенными Штатами. Уверен, что в этом заинтересован народ Соединенных Штатов, заинтересован народ России и в целом в мире. Люди вздохнут с облегчением, если увидят, что две крупнейшие ядерные державы выстраивают отношения по-современному с уважением друг к другу. Но все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно. Вот смотрите, с чего все началось. Ну, то есть началось-то давно, как только начали на ноги вставать, как только разобрались с террористами на Кавказе. Все сразу, еще тогда все было. Там борьба за мнимую демократию, где там представители Аль-Каиды воевали, там их начали защищать по всякие правозащитные движения. Значит, в этот список, кстати сказать, внесли и моего советника, который возглавляет совет при президенте по правам человека. А значит, что, всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека? Или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека? В этот список внесли, значит, сотрудницу администрации, которая является омбудсменом по вопросам детства. И в то же время ставит вопрос о возврате к практике усыновления наших детей американцами. Так они хотят этим заниматься? Или они подвергать будут санкциям всех, кто занимается у нас этой сферой деятельности? Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить. Чего они хотят? Мы знаем, чего мы хотим. Мы хотим выстраивать долгосрочные, стабильные, основанные на международном праве отношения. Но мы не можем допустить, когда в Южной Осетии в 2008 году, значит, еще один деятель, который там, не понять, кто он, то ли украинец, то ли грузин, носится там по площадям в Киеве, да?
взял, нанес удар по нашим миротворцам и убил наших миротворцев. И что, мы будем это глотать, что ли? Ну, они что думают, что мы так и будем сидеть, сложа руки, безвольно будем глядеть на то, что вокруг нас происходит, что ли? Воспользовались недовольством народа, бывшим руководством, положением дел на Украине. Поддержали госпереворот. Ну, госпереворот поддержали, очевидный факт. Все знают, это все на экранах телевизоров было. Донбассу не понравилось, Крым ушел. Ну, естественно, мы поддержали желание крымчан вернуться в Россию. А как они хотели? Но мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию. Мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения. Настолько, насколько готова к этому другая сторона, американская в данном случае.